Добрый день, дорогие друзья! У меня для вас идея невероятно эффектного и вкусного десерта. Хрустящие вафельные корзинки, нежный малиновый крем и свежая малина. Они выглядят как маленькие букеты на десертной тарелке. Приступим к приготовлению. Все необходимые ингредиенты указаны в описании под видео. Рецепт рассчитан на 9 штук корзинок. Для начала нужно испечь вафли и придать им форму корзинок. Растапливаем сливочное масло и даем ему остыть. Разбиваем 2 крупных яйца. Добавляем сахар, соль, ванильный сахар. Перемешиваем при помощи миксера, можно венчиком. Взбивать не нужно, нам важно, чтобы сахар растворился. Вливаем охлажденное сливочное масло, перемешиваем. Далее всыпаем заранее просеянную муку и объединяем массу. Проходимся лопаткой по стенкам миски, чтобы все тщательно перемешалось. Добавляем чайную ложку меда, все соединяем. Получается единая нежная масса. Даем ей постоять 10 минут. Приступаем к выпечке вафельных корзинок. Разогреваем вафельницу и смазываем ее растительным маслом. Одна корзинка состоит из 2 вафель. Первая – основа. Она чуть больше по размеру. Вторая поменьше, из нее сделаем красивую серединку. Заранее подготавливаем 2 одинаковые чашки. На одну выкладываем испеченную вафлю и сразу же, пока она горячая, формируем корзинку. Сверху накрываем второй чашкой и даем полностью остыть. Основа для корзинки готова. Серединку сворачиваем пополам, затем еще раз пополам. Создаем форму и кладем в чашку до полного остывания. Далее собираем так, как показано на видео. У нас получилась корзинка. Таким образом формируем все корзинки.
У меня их вышло 9 штук. Далее приступаем к приготовлению воздушного крема. Малину можно замороженную. Доводим до кипения и перетираем через сито, избавляясь от косточек. Получилось малиновое пюре. Нам нужно 240 граммов. Переливаем его в сотейник и ставим на плиту на средний огонь. Добавляем сахар и перемешиваем. Тем временем в чашу миксера вливаем белки 120 граммов и добавляем щепотку соли. Два процесса будут готовиться одновременно. Малиновое пюре закипело. С момента закипания варим его ровно 7 минут. Чаша миксера должна быть идеально чистой. Через 2 минуты после закипания начинаем взбивать белки с солью. Сначала на маленьких оборотах, постепенно увеличивая скорость. По истечении 7 минут активного кипения малиновый сироп готов. Аккуратно, тонкой струйкой вливаем его во взбитые белки. Взбиваем крем до густого состояния, примерно 8 минут, пока не появятся пустоты. Крем идеально держит форму. Он действительно очень легкий и воздушный. Отлично подходит для летних десертов. Перекладываем крем в кондитерский мешок с насадкой и начиняем наши корзинки. Количество крема регулируйте по вкусу. Кто-то любит побольше, кто-то поменьше. Украшаем свежей малиной и веточками мяты. Пирожное получается очень воздушным, хотя выглядит как солидный десерт.
Средний вес одной корзинки – около 100 граммов. Надеюсь, вам понравилась эта сладкая идея. Готовьте с любовью и вдохновением. Буду очень благодарна за вашу поддержку. До новых вкусных встреч!